Приветствую вас, друзья, на канале KobtsevRC. Сегодня у нас будет распаковка аппаратуры Flysky, а именно модель Noble NB4. Эту аппаратуру данную брал я под свой кораблер D90 Defender. Почему именно ее я выбрал? У нее есть ряд преимуществ, именно по моему мнению, а именно батарейка заряжается от USB. Но об этом поговорим позже. Теперь давайте посмотрим на саму комплектацию. Здесь идет сам приемник. В комплекте идут два приемника. Один большего размера. С трубочкой и самим винтом. Вот. Данный приемник большего размера. Также есть приемник еще меньшего размера в комплекте. Зарядный кабель USB. Второй приемник меньшего размера, также с бинтом. Я подозреваю, что это под какие-то мелкие модельки, но в дальнейшем попробую его использовать на второй машине. Очень маленький, компактный. У этих приемников такая особенность, что у них идут как бы вход сбоку. Штекер надо вставлять сбоку, а не сверху. Это удобно с той стороны, что провода торчать не будет вверх, а именно аккуратно в бок. Это круто, но вот я заметил с практики, вытаскивать такой провод гораздо тяжелее. Также в комплекте имеется дополнительная рукоятка. Я ее даже не открывал из-за ненадобности. Но пусть будет. Также есть дополнительные пружины. Наверное, скорее всего, запасные. Ну и сама аппаратура. Качество, хочу сказать, на высоком уровне. За каждую свою копейку тут, я думаю, все отвечает. Сбитая, тяжелая, чувствуется, что не какая-то пустышка китайская. Ну, как бы это тоже Китай, но увесистая штука. Одной рукой управлять можно, но не супер-супер удобно. Брал я ее, кстати, один из пунктов — это батарейка, второй, что можно управлять одной рукой как бы свободно, я слышал, но именно под мою руку не особо супер. Надо все-таки немного дотягиваться пальцем. Также наверху есть здесь два джойстика, крутилка 4-го канала, дополнительные каналы. Всего на аппаратуре есть 4 канала. Как бы это и так за глаза. Серво. Контроль скорости. Потом лебедка и свет, например. Включается зажатием кнопки. Мы попадаем сразу в главное меню. Все наглядно видно на сенсорном дисплее. Все удобно и красиво. Наклеечку сразу снял. Эта пленка снимается после того, как снимете саму батарейку. Вернее, павербанк как снимете. Поскольку батарейка есть в самой ручке, плюс дополнительно павербанк бонусом. Кнопки нажимаются очень легко, плавно.
Давайте приступим к подсоединению. Перед использованием надо сначала подсоединить приемник к каналу 1. В канал 1 вставляем ESC. И в канал для бинда специально вставляем пин. Подаем питание. На приемнике должна загореться замигать, вернее, красная кнопочка, лампочка. Потом надо включить саму аппаратуру. И зайти в настройки. И нажать Bind Receiver. Binding. Выключил ресивер. Вытащил бинт, но забыл поменять канал. У меня остался на первом канале, у меня осталось что? Правильно, у нас серво в первом канале, а мы, получается, хотел я повернуть руль, и у меня машина поехала назад. Хорошо, хоть там шкаф не улетела с стола. Теперь я меняю регулятор скорости во второй канал, как и должно быть. Просто для подключения, для бинда надо было вставить регулятор скорости в первый канал. Я так и сделал, но забыл переткнуть. И в первый канал мы ставим серву. Включаем. И включаем аппаратуру. Все. Осторожно так покрутил сервой, чтобы опять чуть что не улетела машина. Да, все работает. Здесь конечные точки, здесь все на 100%, потому аккуратно так нажимал, чтобы не улетело со стола. Здесь я назвал прям под эту модель, под Defender создал бинт, назвал его. Здесь есть память на, не помню сколько точно моделей, но достаточно с запасом. Так, тут у нас реверсы. Реверс руля, реверс переднего заднего хода. Здесь конечные точки. Забегая наперед, я буду искать очень долго этот пункт. А именно хотел убавить задние скорости на 50%. Здесь у нас конечные точки руля. То есть можно выставить конкретно влево, чтобы на 65% поворачивались колеса. Вправо, то есть очень гибкие настройки. Вправо можно настроить под 100%. Не знаю, для каких может быть случаев, но такая возможность есть. Я поначалу думал скрутить, но потом думаю, зачем? Раз выворот руля хороший, надо этим пользоваться. Сразу скажу, по меню мы не будем проходиться так детально, потому что здесь супер много всяких функций, супер много. Зачем-то попробовал реверс газа.
Потому что закрылись какие-то сомнения, что она назад едет быстрее, чем вперед. Но по итогу получается нет. Тут даже не знаю, что сабтримеры, что там подправить. Честно говоря, буду еще с ним разбираться, но не знаю, если это есть в этом необходимость. Мне для трофи, для простой такой езды, думаю, это незачем. Также очень гибкие настройки руля и газа. Здесь можно именно чувствительность кнопки настроить. И чувствительность руля. Допустим, при легеньком нажатии, например, в 1 мм, вы можете сделать, что у нас будет скорость там супер маленькая. Ну и в таком духе. Очень гибко все можно настроить. Также все кнопки можно перепрограммировать, если надо. Там достаточное количество их. Здесь модели. Вот моя первая модель. Defender D90. Множество настроек. Настройки самой аппаратуры. 3 языка. Единицы измерения. Ну, такое. Разобраться несложно. Здесь в комплекте идет типа Quick Start Guide. Мануал. Звуки, вибрации. Все можно отключить или там сделать громче, тише. Я звук вырубил, он напрягает. Вибрацию я отключил также в системных настройках. Очень большое количество настроек. Так что это все будем пропускать. Здесь что-то экспериментировал, пробовал найти, говорю вам, конечные точки заднего хода, чтобы уменьшить его. Не знаю, говорят там 55Т, мотор на 55 витков, очень слабый, и там, ну, не слабый, а медленный. Не знаю, я скручиваю на постоянно. Как дома что-то тестирую, я всегда скручиваю газ. Ну или как малому дать погонять, чтобы он не влупился на 100%. Скручиваю. Здесь различное количество настроек. Тормоза можно настроить и прочее. Экспериментирую, пробую. Честно говоря, особо не разобрался в этом всем. Но функций здесь есть очень много. Давайте тем временем пройдусь по плюсам. Плюс — это аккумулятор. Потом есть дополнительная, как бы сказать, батарейка внизу, именно как работает как павербанк. Видно сейчас на экране, у меня есть 2 зарядки. Первое — это соединение с регулятором скорости, ну, с самим как бы передатчиком. Второе — это зарядка самой аппаратуры. Но когда она садится, я могу включить просто внизу себе и подзарядку из пауэрбанка. Это супер клево. Также это все заряжается от USB. Можно с собой взять еще и дополнительный пауэрбанк и дозарядить. Также с этого пауэрбанка можно подзарядить телефон. Например, там что еще? Любое, что питается от USB. Одним словом, очень добротная аппаратура. Советую. В ней в основном только плюсы, как для меня. Очень понравилось.
Рад, что приобрел ее, наконец дождался доставки. Ссылочка будет, конечно же, в описании. На этом все. Чтобы не пропустить дальнейшие видео с Defender'ом, наконец-то я его скоро доделаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это очень помогает каналу. Всем спасибо за просмотр. Всем здоровья и удачи.